Таджика, чанахи. Сегодня мы будем тестить грузинскую кухню. Хинкали абсолютно незаменим на похмелье. Главное, это всегда говорит тост от самой души. Сулугуни, хинкали, чанахи, чашушвили, буглама. И это не полный список лучших грузинских блюд в лучших грузинских ресторанах Киева. Сегодня мы будем тестить грузинскую кухню. Продюсер, актер, участник шоу «Танцы со звездами». Главный холостяк страны. Человек, который разбирается в грузинской кухне больше, чем я. Мой большой друг Иракли Макацари. Камарджоба. Дорогой, привет, Камарджоба, рад тебя видеть. Меня зовут Иракли Макацария. Я из Грузии, мне 33 года. Большинство, наверное, людей узнали меня через проект «Холостяк». По профессии я не холостяк, я кинопродюсер. В этом проекте я не исключаю возможность встретить кого-то. Мое сердце свободно. Рад тебя видеть. Ты хорошо выглядишь, слушай. Ну, да. Ты только что приехал с очередной репетиции. Да. Осталось совсем немного, но ты 4 знаешь? недели, да. 4 недели Да. и 6 пар. Да, пока еще... Ты знаешь, что я уже заведомо говорю, что ты выиграешь. Выпуск выйдет раньше, я уверен, что мы просто еще... Дай бог. Сегодня мы немножечко поправим твою фигуру, вернемся к твоей родной кухне. Мы в ресторане Хмели Сунели и начнем наш гастрономический танец. Как красиво. Да, ну ты вообще знаешь, что здесь? Да, конечно. А, Я ну-ка, знаю. давай. Ну, грузинский салат. Здесь у нас, как мы называем, бадриджани нигзит. Это баклажаны с орехом. Очень популярное блюдо в Грузии. Это закуска холодная получается? Она холодная закуска. У нас очень многие люди, ну, у нас, естественно, христианство, и многие не едят мясо, сыр в течение там 40 дней, когда они постятся. Окей. И вот это блюдо, оно очень популярно. Здесь у нас разновидности пхали, овощной микс, смесь капусты. Я думаю, что здесь должно быть лобио. А ну ты смотри. Да, с огурцом, с сыром. Для Сыром. начала очень по-грузински, можно сказать, есть газированная вода. То есть начинаем с газированной воды. Мне интересно, вот если сравнивать грузинскую кухню с украинской, у вас по регионам как бы разные блюда делают? Или вот в общем есть одно меню, и она по всей Украине? Или есть у Западной Украины какие-то свои? Потому что в Грузии, вот чем она славится, потому что у каждого региона Есть своя специфика, она кардинально просто отличается там от еды, которую делает в Эджаре, например, если брать там регион Самегрелу, да, или Сванетию, или Гурия и так далее. У всех есть свои какие-то, да. Слушай, ну у нас, смотри, ситуация такая. Есть топ украинские блюда, борщ, например, но везде его делают тоже по-разному. Есть, например, такие вещи, как банош. Банош — это вот исключительно такая вот западно-украинская история, но как бы, а есть котлета по-киевски, Ну, которая, да, в принципе, известная, очень известная, и ее вот начали делать здесь, в Киеве, и она известна на весь мир. У нас есть, кстати, видео «Лучшие украинские блюда и рестораны», смотрите, вот тут будет ссылка. Навряд ли найдется человек, который не любит грузинскую кухню, потому что она очень богата, естественно, в комбинации с грузинским вином это ну, просто блаженство. Я порекомендую взять себе немножечко фасоли. Давай я тебе тут Ой, спасибо. с зеленью. Это Спасибо. очень- Вот по остроте грузинские блюда, они пикантные, они не острые. Да, есть, вот я еще раз хочу сказать, тот регион, откуда я родом, моя семья, это Самегрело, вот мигрельцы, они любят достаточно острое. Слушай, это фасоль с... А с чем же это? Безумно Да, тоже, вкусно. если честно, используют перемолотый грецкий орех. Грецкий орех. Я чувствую, кинза там есть. Да, и кинза обязательно. Ребят, это тхали. Сейчас я буду есть и говорить вам свои ощущения. Микс. Вегетарианцев, например. Это одно из самых популярных. Просто в моем ежедневном меню не всегда есть жирные продукты. Я все-таки больше привык есть... Healthy food?
Да, да, да. Так что если поешь, например, там 10 хинкалей, ты уже не станцуешь так. Ну что, как я тебе обещал, оп, смотри какие. Друзья, внимание, сейчас у нас будет мастер-класс от Ираклия Макацария, как правильно есть хинкали. Мы всегда должны помнить, это то, что нельзя прокалывать хинкали и брать его вот так, потому что внутри у нас горячий вкусный сок, и он сразу же выливается. Мы едим руками, мы берем за кунци, называем вот эту штуку, просто оно очень горячее, но также можно, чтобы немножечко культурнее есть, берем вилочку, ждем пару минут хотя бы, чтобы оно немножко остыло, потому что внутри очень горячий да? сок. Я могу сказать, что несмотря на то, что хинкали, наверное, является таким одним из главных грузинских блюд, я не сильный любитель, я тебе скажу почему. Потому что если есть хинкали, то однозначно там одна штука не хватит. Но хинкали абсолютно незаменим на похмелье. Но пока ты поешь, обязательно нужно немножечко черного перца, который дает ну давай. специфический такой подходит вкус. Спасибо. Так, мы берем также за вот эту вот ножку, да, немножечко шляпку. должны откусить. Ага, то есть подожди, мы его переворачиваем, да, потому как что бы? сок, который внутри, он горячий, и мы можем немножко подуть, чтобы и потом пьем этот сок. Вкусно, ребят. И сейчас уже можно его есть. Ага. Он такой большой, как 10 пельменей или 4 вареника. Вообще говорят, что хинкали надо есть так, чтобы тарелка оставалась сухой, чтобы ни одна капля не переливалась. Слушай, у нас с тобой сегодня цыпленок. Я не знаю, цыпленок, он так и называется цыпленок или есть какое-то название специальное? Нет, цыпленок, данное это блюдо, это вот именно цыпленок. Запах я не чувствую чеснока много, но у нас есть еще Мне кажется, как аджика какая-то. Да, аджика есть однозначно. Ну, фасоль ты уже пробовал. Фасоль, так да, что... это вот как еще раз называется? Да. Это лобио. Лобио, да? Ну я понял, это перекрученная фасолька типа, да? Да. Я тебе положу чуть. Спасибо. Всегда вот когда у меня дома, например, мама делала цыпленка, то я и моя сестра, мы всегда боролись за вот эту часть. Ножка? Да. Ножка. Блин, у нас тоже такая. Да. Ну, у нас тут две, поэтому да, давай. Приятного аппетита. Поехали. Слушай, нежненький. Пойдет? Приготовлено очень вкусно, однозначно. Да, мне понравилось. Плюс мне нравятся здесь еще цены. Вот вообще этот ресторан Нана Нина, они вот очень приемлемые, да. И здесь точно можно всегда прийти, поужинать, пообедать, встретиться с друзьями. Ребят, рекомендую. Поехали дальше. Есть еще одно место, очень классное, которое я хочу, чтобы ты оценил. Третье место, мой друг, 99 лари. Это сколько, если вот доллар? Это примерно $40. 40 долларов. Так. То есть это где-то 1200 гривен. Ну, примерно. Примерно, да. Отлично, попробуем. Да, заходим. Антон, ты сам понимаешь, что грузинское застолье без мяса никуда не пойдет. Причем и телятина, и баранина, да? Однозначно. Вот здесь у нас баранина. Ага. Она очень популярна, можно сказать, в Грузии. Это каре у нас. Это что? Это баранина. А как называется? Это блюдо чанахи. Она очень популярна, можно сказать. Знаешь, это у нас с тобой крайний ресторан вместе. Я знаю, что тебе сейчас ехать репетировать не может грузинский стол быть без грузинского вина. И здесь, ну, самыми лучшими тостующими, так уж повелось, я не знаю, есть грузины. Я хочу сказать, что у нас застолье – это часть культуры, часть нашей истории. И несмотря на то, хороший человек, актер или профессионал, самое главное – это всегда говорить тост от самой души, от сердца.
Так что я с огромным удовольствием, Антон, хочу выпить за дружбу народов Украины и Грузии, потому что мы всегда в самые нелегкие периоды истории наших стран, и в то же время мы вместе всегда отвечаем, когда происходит что-то очень хорошее. Пусть всегда будет солнце на небе над нашими странами. Пусть мы всегда приезжаем в гости к друг другу, наслаждаемся, и все будет хорошо. За дружбу наших За дружбу. народов. Будем. Ну что, Очень вкусно. Ну что, попробуем? начинаем, да? Начинаем. Ты без аджики? Я пока так. Ребят, это вкусно. Правда. Я знаю. И вы теперь тоже. Слушай, это похоже, знаешь, на что? У нас в Украине есть такие глечики, знаешь, типа как картошка с грибами. Вот с мясом, вот очень похоже на эту штуку. Но если говорить, например, про грузинский язык, ну он же мелодичный. И мужчины, когда говорят на грузинском языке, многим девушкам нравится. Да. И вообще, в принципе, у вас, мне кажется, это тоже элемент культуры от души. Вот если сказал, то уже вот так, 100%. 5 таких каких-нибудь слов, которые вот мы говорим на украинском, на русском. Добрый день. Дремчу и добиса. А гамарджоба? Гамарджо у нас много вариаций. Вот так вот. Это самое такое короткое, наверное, самое легкое. Но если слово в слово говорить, дремчу и добиса, но, естественно, можно и надо говорить гамарджоба. Дякую. Диди мадлуба. Дуже дякую, диди мадлуба, а просто дякую, это мадлуба. Я тебе кохаю. Мешен михвархар. О, а еще раз? Ме – это я, шен – это ты, михвархар – это люблю. Мешен михвархар. То есть на холостяке ты Я не Я не говорил? говорил. нет. Не говорю, но тебе Я частенько, сказал, да? что я влюбился. А как будет я влюбился? Шемихварди. Друзья, я шемихварди в грузинскую кухню. Вот 100%, я вам хочу сказать. До побачення. Шехведрамде. 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 Это Ты как такое, американец с акцентом. Шехведрамде. Какое вот слово точно ваше, типичное, незаимствованное и часто употребляется? Ух. Ух, да? Ух. Или это не ваше? Ну, Эй, здесь у нас, да, в грузинских танцах мы очень часто эмоции так показываем. Друг мой, спасибо тебе. Спасибо Будьмо. за успех. Я хочу сказать, что мне безумно нравится то, что ты делаешь. Ты это делаешь очень со вкусом, интересно. И что самое главное, исходя из твоего очень богатого опыта, Антон действительно дает именно те заметки, которые должен знать каждый турист, да и может быть не турист, который приезжает в Киев. Так что удачи. Спасибо, и еще дорогой. я с удовольствием еще буду у тебя в гостях. Спасибо. Культовое место. Ресторан Шоти. Так, это у нас аджарский хачапури, да? Это аджарский. Так, я, чтобы он не убежал, буду держать. Вы его вот это вот так нужно делать, да? Да. Угу, значит, это яйцо здесь, потом сыр, да? И потом отламываешь, и вот так вот... Макаешь, и потом оно будет очень вкусно. Очень Просто вкусно. Вот отсюда я отламываю, делаю вот так. Блин, это нереально. А вот эту штучку можно вот так, как шаурму есть? Или все-таки ее надо развернуть? Вообще желательно ее разрезать. Хорошо. То есть вот так вот просто, да, Вот так чисто? вот просто резать. Резать и есть? Ух ты! Осторожно, да. И вот так прям теперь с лавашом, с прям лавашом? вот так вот ешьте. Оно... А у нас он с чем? Там баранина? Люля-кебаб из баранины с лавашом и лук внутри. А это кинза, да? А это петрушка. Вообще, огненный огонь. Огонь. А это что? Это гибжалия. Гибжалия. Гибжалия, да. Это сырная закуска. Она фантастически вкусная. То есть мы Ее берем... можно порезать. Да, да. А можно вот так прямо поломать? отламываете. Вот отламывать. А что за сыр? Сыр сулугуни, а внутри сыр на дуге заворачивается. Сыр сулугуни, а внутри сыр на дуге. Так. И что? У меня, кажется, заворачиваются уши. Вот это вот. Заворачивается Ребята, лаваше. уши заворачиваются. Так,
Также не забываем писать в комментариях ваши любимые места, интересные идеи для следующих выпусков и выигрывать сертификат на 1000 гривен на посещение одного из ресторанов этого выпуска. Друзья, этот гастрономический ужин подошел к концу. Спасибо нашему гостю Ираклию Макацария. Было действительно вкусно и интересно. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Спасибо за то, что пишете в своих комментариях, о чем снять следующий выпуск. И ставите, если вам понравилось. Не забываем, что лучшие украинские сувениры можно купить у нашего партнера. Сувенирный магазин «Народный Дім України». Спасибо еще раз. До встречи в следующем выпуске. Нахонтесь! Люля кебаб. А почему кебаб? А почему люля?